Сирша Ронан. В прошлом году одна из главных старлеток Голливуда Сирша Ронан получила вторую номинацию на «Оскар». Трогательная ирландская драма «Бруклин» показала нам 21-летнюю актрису с новой стороны. Если раньше ее знали, как идеальную жертву из «Милых костей» Питера Джексона, то теперь мы будем ее ассоциировать с сильной и преданной девушкой, которая сумела преодолеть себя и соблазны и выйти победительницей из крайне непростой ситуации. Что ж, неплохое и крайне перспективное амплуа. В сочетании с неземной внешностью, прозрачными голубыми глазами и светлым, невинным лицом, новый образ сулит Ронан немало необычных и интересных ролей. Внешность этой юной ирландки вообще большой предмет для обсуждения. Ей, откровенно говоря, совсем не идет макияж. Если для большинства он – возможность скрыть недостатки и вытянуть личность наружу, придать драмы тут, выделить там, то Ронан он удивительно простит. Ангельская внешность актрисы не терпит грубых и темных цветов, а вот полный, самый натуральный нудия – самое оно. Кто еще из актрис может таким похвастаться? Хлоя Морец. Хлоя Морец 19 лет и, несмотря на то, что в кино она впервые снялась в 7 лет, а ее папа пластический хирург, на внешности и поведении актрисы, ни один из этих моментов не сказался, а как показывает практика, мог. При таких возможностях привести себя к голливудскому стандарту было бы проще простого. К счастью, девушке не приходило в голову менять себя в угоду модным кардашьяновским трендам. Чистое, нежное и ангелоподобное лицо стало визитной карточкой Морец. При всей миловидности внешность Хлои потрясающе многогранна, ей идут роли как потусторонней девочки-вампира, так и гротескной героини комиксов. Руни Мара. Девушка Триша, именно так зовут нашу героиню, Руни, это фамилия ее матери, хорошая собой. У нее точенные черты лица и взгляд будто отрешенный. Она могла бы стать обычной среднестатистической актрисой без особенного внимания публики и хороших ролей, но не стала. Мара интересна тем, что умеет меняться. Осветлить брови, сбрить челку, ей все будет идти. Пусть ее тонкие губы и нос с горбинкой не вписываются в стандарты красоты, зато она любима киноманами по всему миру. Чего только стоит ее роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Как еще одно подтверждение успеха, номинация на «Оскар» 2016 в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Кэрол». Elle Fanning эту девочку любят самые именитые режиссеры Голливуда. К своим 17 годам она успела сняться у Алехандро Гонсалеса Иньярриту в «Вавилоне», Дэвида Финчера в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», Софии Копполы в «Где-то» ее отца Фрэнсиса Форд Копполы в «Между», а также в фильме «Супер 8», где продюсером выступил сам Стивен Спилберг. Среди ее последних запоминающихся ролей работа в фильме «Малефисента»,
где ее партнером по площадке стала сама Анджелина Джоли, которая, к слову, олицетворяет собой классическую голливудскую красоту. Внешность же Фэннинг весьма неоднозначна: маленький курносый носик, прозрачные глаза, бледная кожа и круглые, по-детски пухлые щеки. Впрочем, все это крайне гармонично сочетается в образе юной американки. Надеемся, с возрастом она не захочет приобщиться к миру классической красоты. Дакота Фэннинг — обладательница множества наград и самая молодая номинантка на премию гильдии киноактеров США. Дакота, как ее младшая сестра, обладает нетипичной внешностью. За это ее и любят режиссеры, у которых она нарасхват с самого детства. Дакота странная. Странная во всем: во внешности, в пристрастиях, в признаниях. Однажды актриса рассказала, что одна из ее самых любимых ролей та, которую она исполнила еще в детстве. В возрасте 6 лет девушка сыграла больную лейкемией жертву автоаварии в сериале «Скорая помощь». К слову, это был ее дебют, который и начал восхождение к славе этой необычной девочки в Голливуде. Мия Васиковская. Аристократический образ этой австралийки принес ей мировую любовь и известность. Мы нисколько не умаляем актерский талант Васиковски, но все же приятная, немного чужая внешность не могла на себя не обратить внимания. Ей идут роли девушек не от мира сего. Взять хотя бы тот самый фильм, который принес ей по-настоящему большую славу — «Алиса в стране чудес» Тима Бёртона. Вспомните также ее роль сумасшедшей Агаты Вайс в «Звездной карте» Дэвида Кроненберга или Эдит Кушинг в «Багровом пике» Гильермо дель Торо. Разве она не прекрасна в своей непохожести? Зосиму Медзосю Мамед вы видели в сериале «Девочки», который с первой серии завоевал любовь и признание молодого поколения. Рассказ о жизни 20-летних под предводительством Джуда Апатоу и Лины Данэм сделал звездами каждого актера современной истории. Интересно, что все героини невероятно разные по внешности и образам. Они похожи на нас с вами, обычных, не звездных и не голливудских людей. За это и любим всех и каждого, а в особенности Мамед, немного сумасшедшую и такую близкую. Фото: Getty Images.